Приветствую всех, друзья! С вами на связи таролог Алехандро. Мира вам и вашему миру. Давайте сегодня сделаем общий расклад Таро на отношения. Точнее, на ситуацию в отношениях. И сегодня будет такой необычный расклад, который будет проведен по 12 домам гороскопа, но в контексте отношений. Настройтесь на себя, на своего мужчину, на женщину, и мы посмотрим самые главные моменты, которые влияют на ваши отношения с партнером, но больше о нем, да, больше на него. И посмотрим даже, вот, может быть, какие-то мысли, чувства, планы и действия, но опять-таки в контексте 12 домов гороскопа. То есть по тем домам гороскопа, которые создают реальность в ваших отношениях. Начнем с того, что посмотрим, какая у вас ситуация в отношениях. Вы знаете, здесь выпадает первая карта Аркан Солнца, и вам важно понять что-то. Уже, знаете, отношения зашли в такую фазу, что уже пора прозреть, пора увидеть очевидные вещи, или пора избавиться от чего-то очень плохого. То есть Солнце. У вас или очень хорошие отношения, и вообще все чисто, и никаких проблем нет. Либо нужно просто открыть глаза. Солнце, да? Кстати, в этих отношениях мужчина, скорее всего, главный. Знаете, есть по-разному, да, бывает главная женщина, а бывает главный мужчина. Так вот, мужчина здесь должен быть главным, но ему нужно быть главным, да, он не должен, но ему нужно. Женщина красивая, яркая, светлая, скорее всего, тут Дева, Телец и Козерог. Но у женщины большой запрос или высокое требование к мужчине. И она много хочет. Вопрос только в том, сколько она получает в этих отношениях. А мужчина гнет свою линию. Мужчина готов предлагать только то, что он хочет. Может быть, только то, что он может. И здесь мужчина опять стремится к лидерству. То есть, например, женщина хочет много, а у мужчины свои планы. Вот так. Пока что. И есть по пятерке кубков что-то в прошлом, на что мужчина как минимум не может закрыть глаза. По пятерке кубков мы всегда имеем некую, давайте так скажем, неотпущенную боль, обиду, тоску, может быть, ностальгию, но это больше не ностальгия, это именно болезнь, а ностальгия уже в шестерке где-то идет. Давайте так скажем, у мужчины здесь не отпущенный или не закрытый гештальт, или не отпущенная обида, да, вот так. И он ее в обозримом будущем, если отпустит, то с трудом. И здесь пятерка мечей, извините. По пятерке мечей в дальнем будущем может быть все плохо, совсем плохо. Причем предательство или негативный результат в приложении усилий имеет очень высокую вероятность. То есть, смотрите, здесь на судьбу две пятерки, 5-5 и судьба, да, получается, очень сильно влияют пятерки, две пятерки. На судьбу влияют две пятерки. Одна пятерка – обида, а вторая – неадекватные действия. Давайте так, откинув предательство, да, допустим, если кто-то кого-то не предаст или уже не предал, да, может повлиять неадекватное поведение вашего партнера именно. Скорее всего, это больше мужские карты. То есть мужчина может сделать такой какой-то ход, такой нестандартный, который очень-очень огорчит женщину. Поэтому давайте теперь посмотрим первый аспект, который мы с вами рассмотрим.
Я немножко перетасую знаки зодиака. И первый аспект, который мы с вами посмотрим, это будет вопрос о вашем партнере. С точки зрения, о чем он сейчас думает и что его не устраивает. Весы. Аспект весов. О чем думает и что не устраивает. Ну, а вы обращайте внимание на свои знаки зодиака особенно, да, и на знак зодиака своего партнера, и, ну, вот, на актуальные для вас, особенно актуальные вопросы. О чем думает и что его не устраивает. Ой, а думает он о чем-то мечтает, он даже не думает, он мечтает. Он думает о своей мечте. Думает о своей мечте. А не устраивает его. Ой, не устраивает его то, что его очень сильно напрягает. То есть, по сути, он пока что настолько далек от своей мечты, что по поводу этого, ну, сам этот вопрос, эта дистанция от его мечты, она его угнетает. И он хочет то, что он хочет, и не получает. И это его очень грузит. Именно, знаете, его расстраивают результаты его планов. То есть он не достигает того, что мечтает. Или ему настолько тяжело достичь того, что он мечтает, о чем он мечтает, что, в принципе, ну, его это не устраивает. Давайте спросим, почему? Почему еще? Что еще влияет? Какой фактор влияет? Ну, он хочет быстро, а надо долго. То есть он торопится, это раз. И на этот фактор может влиять женщина. Если это женщина, особенно если это женщина водолей, близнецы или весы. Ну, видите, весы тут и есть знак воздушный. Дальше давайте смотреть. Что он скрывает в глубине своей души. И это очень важно. Что он скрывает в глубине своей души. И это очень важно. То есть вам это... Ну, желательно вам знать то, что он скрывает, да? Что скрывает в глубине души своей? Скрывает он... И опять рак выпадает. Смотрите, видите, как симметрично. Там весы, а тут весы на весы, да, воздух на воздух, а здесь вода на воду. Так вот, он скрывает женщину. Скрывает женщину и скрывает чувства к женщине. Особенно, если эта женщина рак, рыба, ну, или скорпион. Давайте еще посмотрим, что скрывает. Скрывает свои мысли от женщины, рака, рыбы или скорпиона. И скрывает свои планы. Даже и действия тоже. Ну, планы, они ж как бы действия идут за планами, да, то планы и действия скрывает. 4 мечей. Ну и что еще скрывает? Планы опять скрывает. И как он будет распоряжаться своим намерением, своими планами, своими деньгами, своими возможностями, своими ресурсами. То есть он не говорит, что он будет делать, не показывает, даже намека не дает, держит в глубокой тайне этот момент, да? Но давайте еще, что он скрывает в глубине своей души. Но опять-таки это мысли больше, и он скрывает причины своего одиночества. Но причинами этого одиночества могут быть кризисы его возраста. То есть это психологические моменты. Окей, следующий момент давайте смотреть. Это много мы уже углубляемся, да, в каждый знак.
Смотрите, его коварные планы, такие неожиданные планы. И планы, видите, мы смотрим же, что с жезлов со Скорпионом. Ну, его противоречивые планы, неожиданные планы. Что неожиданно, он может вам открыть, потому что Скорпион – это тоже скрытая карта. Что он неожиданно может вам открыть? Рядом Рак, Скорпион, да? Неожиданно может вам открыть то, что он имеет абсолютную над вами власть и имеет гораздо больше власти, чем вы думали. Ну или, допустим, он имеет для вас значение или влияние, и вы изначально не думали, что он имеет такое значение и влияние. Что еще может неожиданно открыть? Ну и смотрите, зависимость. И здесь такая ситуация, что он внезапно может показать вам, насколько вы зависимы от него и насколько он зависит от вас. И он может вам открыться совсем под другой точкой зрения. Потому что по повешенному мы видим совершенно по-другому мир. Он может перевернуть ваше понимание о нем. Поэтому может ли он начать себя вести совсем не так, как он вел себя раньше, по-другому? Да, может. И это может быть как в лучшую сторону, так и в худшую сторону. Ну и он будет показывать свою власть, свою силу, свою доминацию. И мужчина здесь будет давить, продавливать свои интересы. Особенно если речь идет о мужчине. Да? То есть партнер. О партнере мужчине. Хорошо. Вот у нас есть 5 кубков и такая как бы обида, да, там из прошлого. Ну давайте еще посмотрим по знаку зодиака. Попробуем связать эту глубинную проблему. Да, его, смотрите, звезда. Его давняя обида на вас. То есть или причина какая? Какая причина из прошлого? Именно прошлое. Давняя причина. Давно. Водолей. Но, может быть, вы даже знаете об этом, да, и он о ней тоже думает по Водолею, да, и он ее чувствует. Какая рана из прошлого до сих пор не дает ему покоя из-за вас. Какая рана из прошлого до сих пор не дает ему покоя из-за вас. Вы знаете, эта рана, то есть она действительно, если вы жили когда-то или вам было хорошо вместе, то вот он ностальгирует. Он ностальгирует по-хорошему. То есть, видите, ностальгия тут есть. Я не просто так оговорился. Потому что ностальгия, она всегда по-хорошему чему-то. А тоска, да, тоска, она может быть и... Ну, хотя и тоска тоже, она это такая уже усугубленная ностальгия, да. Ну, а что-то плохое. То есть, это не плохое. То есть, он тоскует по-хорошему. Угу. Ностальгирует по-хорошему. Он страдает по утраченному счастью, по утраченным дням вместе. И у него болит душа сейчас. Поэтому это даже не сколько обида, что я предполагал, а невозможность вас отпустить. И вот этот хэндингмен, да, висящий парень, он, знаете, как бы он завис в этом прошлом, как бы залип. И вот он, наверное, по вот этому отшельнику он себя где-то прорабатывает, винит, может быть, или немножко страдает в этом, потому что это болезненное иногда состояние. Такое. То есть он разрушил что-то. Или вы вместе разрушили. Тут уже, конечно, вы вместе, если что-то и разрушили, да, то он, ну вот, он тоскует по тому счастью в этой боли, да, то есть ему сейчас больно. Ну и паж кубков, он помнит вот эти мгновения счастья с вами, он вспоминает, он их хочет вернуть, но уже не может, потому что паж – это эфирная карта, это пар уже, да, такой дождик или роса, да, то есть как ваше счастье, как на солнце, роса на солнце сгинула, кажуть, да, поэтому, знаете, он
не может отпустить те мгновения счастья, которые он с вами пережил, но они сейчас утрачены, и он это осознает. И ему без вас тяжело, и вам без него тяжело, больно, да? Хорошо, мы приближаемся к 5 мечей. Мы посмотрим еще, что мы можем сказать о партнере вашем. Какие у него планы на будущее? К чему он стремится? Какие планы у него на будущее и к чему он стремится? Давайте посмотрим. Какие у него планы на будущее? Какие у него планы на будущее? Он попытается вернуть то счастье, возможно, даже утраченное, которое было оптимально именно для него. То есть он попытается создать себе ту зону комфорта, которая в его парадигме мира была наилучшей. Свое былое счастье. Точнее, попытается он вернуть. Но в его планы входит женщина, особенно если женщина огненной стихии. Но смотрите, здесь вода с огнем противоречит немножко. И он попытается сделать так, чтобы власть женщины над ним не влияла на его счастье. Вот таким вот образом. То есть по своей воле. Ну и опять сила. То есть здесь, смотрите, он будет стремиться к счастью, где женщина не давит на него, не угнетает его или не направляет его туда, куда бы он не хотел, где она не нарушает его границ и его зоны комфорта. Здесь мужчина именно лев. И если женщина здесь имеет львиный характер, имейте в виду, здесь женщина изначально у нас как бы на коне. Женщина, здесь такой женский облик. Ну и раз она в аспекте Солнца, да, то женщина может быть и огненная, да, но и водная в том числе, да. Поэтому здесь нужно женщине обратить внимание на свой баланс огня, то есть мужских энергий, и воды, своих женских энергий. И если предъявить какие-то претензии женщине в этом раскладе, то мы можем предъявить те претензии, где женщина не может сбалансировать свою женскость и свою мужскость. Да? То есть баланс анимы и анимуса у женщины может быть разбалансирован, да? Как в часах. Да? Балансир есть, да? То есть так и здесь. Хорошо, давайте просто спросим, что еще мужчина нам хочет открыть, но не открывает. Ну, смотрите, Козерог, чего он добивается? Ну, например, от вас, да, или в этих отношениях, или чего он хочет. Ну, больше добиваться, Козерог, это добивание, да, такое настойчивое стремление. Чего он добивается? Ну, все понятно, он добивается своих правил, мы уже видели его в Императоре, а так здесь он добивается, чтобы задавать темп, ритм, правила, тон, стиль, и он хочет, чтобы его слушали и подчинялись. Поэтому, но по сути он добивается подчинения и к этому стремится. Не знаю, как это входит в ваши правила. Дальше. Также он добивается быть авторитетом и добивается некой перспективы. Но в этой перспективе он хочет получить свой результат и свою выгоду. Учитывая двух этих псов, да, где-то он добивается согласия и дружбы. Ну и также он добивается успеха в своей работе, в делах, в бизнесе, ну и в перспективах ваших отношений. Пока так. Окей, давайте еще посмотрим. От чего он не отступится? То есть вот он уперся во что-то, и что он в себе не изменит?
То есть, по сути, в чем его суть? Суть его личности, да? В чем заключается его личность, которая, может быть, порождает противоречия, да? Ну или кто он по сути, давайте так спросим. Кто он по сути? Он человек, который не всегда успешный и не всегда добивается своего. Вот. Почему? Потому что он часто сомневается. Но, возможно, есть здесь какая-то кармическая у него отработка. Поэтому кто он по сути? Он, по сути, не всегда успешный человек, потому что в себе сомневается, но пытается быть лучшей версией себя. Потому что у него там и иерофант есть, и император, по-моему, или король жезлов, император, и император, да. Вот, то есть он стремится как бы превозмочь себя, да, свои какие-то качества характера. То есть этот человек, ну, учитывая отшельника, это после 30 уже, да, туда к 40 ближе, 30-40 лет отшельник. И этот человек на самом деле пытается бороться со своими слабыми моментами. Ну, неплохо, неплохо. Давайте еще, кто он по сути. Да, человек неоднозначный, и он действительно хочет что-то принять. Принять в себе, принять в партнере, но это идет через конфликт. Он открывает себя себе, ищет себя, этот человек. Ну и кто он еще? Дурак. Дурак это о чем? Дурак это человек, который действительно ему терять нечего, по сути, этому человеку. Но он ищет вдохновение, ищет его и вдохновляет одновременно. Поэтому, по сути, если так взять 3 карты, эти сложить, то здесь мы видим 9 и 0. С одной стороны, это отшельник, 9 – это мудрец, а с другой стороны, это дурак. Это человек, который ищет прагматичного решения между абсолютной глупостью и какой-то идеальной мудростью. То есть, по сути, это ищущий человек постоянно. То есть, это человек в поиске. В поиске чего? В поиске истины, в поиске нового. Ну, и в поиске полезного. Ну вот примите такую информацию и напишите, как она резонирует с вашей ситуацией. Давайте еще посмотрим. Лев. Ну, давайте так скажем. Лев больше он, знаете, как ну, такая игровой дом, да? Давайте спросим, он с вами серьезно или играет? Вот так. Он серьезно или шутит? Да, вот так. Или как он, насколько серьезны для него эти отношения? Насколько серьезны для него эти отношения? Ну, для него это серьезно. Это колесо фортуны, и он может их расценивать как судьбоносные отношения. Но вопрос в том, что колесо фортуны, оно переменчиво, поэтому он сегодня может рассматривать это как серьезно, а завтра как несерьезно. И по итогу будет где-то середина. Да? Поэтому я бы сказал, что да, это серьезно. Но королева-то тут мечей. Королева мечей – это никак не замужняя дама. И это особенно серьезно для женщины. Весы особенно. У нас весы первая выпадала. Водолей и близнецы. Ну и для королевы кубков в том числе. Раков, скорпионов и рыб. Это серьезно. Особенно если вы не замужем вдруг. И особенно если вы вот воздушно-водная стихия. Ну, интересный такой раскладик сегодня. Ну, хорошо, дальше. Что он не будет делать? Не будет торопиться, будет там мычать, да,
ваш партнер, но делать не будет. Ну или она тоже, мужчины. Мужчины, смотрите, да, женщина то же самое, в принципе, только под другим углом. Что не будет делать загаданный партнер? Вы знаете, он не будет давать вам шанс. Ну и не будет предлагать от вас ожидать каких-то предложений. Скорее всего, я скажу так, он не ждет от вас предложений особых каких-то. Это ваше предложение, это не его. Поэтому даже и вот это то, что я сказал, он не будет давать вам шанс, но не будет от вас ждать чего-то. Да? То есть, если вы сейчас пойдете навстречу, ну, вряд ли это что-то изменит. То есть, вы не решаете. Он не будет действовать справедливо и так, как вы хотите, или так, как вы думали. И он не будет вас держать в состоянии покоя. То есть он по колесу фортуны вас заколебает. Извините, но так покоя здесь не будет. Чего не будет? Не будет покоя от него. Дальше. Ну или вам с ним не будет покоя. Да, так тоже можно посмотреть. Ну и третье, чего тут не будет. А тут не будет разбитого сердца. Но зато будет экстремально, как на американских горках. Поэтому, может быть, он вас так и не бросит. Да, он вас, может, и не бросил. Поэтому боли не будет такой, да. Ну, может, будет выздоровление отношений. Окей. У нас еще есть 3 целых знака и 3 аспекта о вашем партнере. Давайте этот посмотрим. Насколько надежен этот человек по деве. Деву проверим, да. Дева у нас это кармические отработки, надежность, служба какая-то, да, и полезность, да. В чем он полезен, насколько надежен. Как защитник этот человек может быть вам полезен и надежен. Как защитник. Но вам нужно уважать его границы. Тогда эта защита от него будет вам зеркалить. Что еще? Так он тут защитник. Поэтому реально, я не знаю, ну, может, он там просто сильный человек или властный, или у него возможностей очень много разных. Но этот человек реально может быть сильным защитником. Интересно. Ну, еще чем полезен может быть? Ну, и все равно, я сказал, он вам не будет делать предложение, но все равно он даст вам какой-то шанс. Может быть, шанс на еще один шанс или на еще один вариант. Но, знаете, он вас подтолкнет к реализации каких-то планов, которые, может быть, станут вашими со временем. Ну, были его, а станут вашими. То есть он будет вам полезен, и даже с точки зрения энергии, здоровья и реализации своих планов на будущее, этот человек может помочь вам и защитить вас. Вот так вот. Ну, давайте вот закрою глаза, да, вот так перемешаю. Так, левая. Левая. Рыбки. По рыбам. Ну, давайте то, что скрывает по раку. Мы спросили, да, и коварные планы тоже, да. Рыбы часто это такая мистическая зона, да, в домах. Давайте спросим, есть ли магия, мистика, ну, на ваших отношениях или на нем, да? Магия, мистика на ваших отношениях и на нем. Или если магические влияния, вот так. Ну, это не диагностика, но все равно. Вот если он постоянно от вас отдаляется, отворачивается к вам спиной, как минимум на нем, ну, а скорее всего и на ваших отношениях. Ну, и если вы знаете, что есть соперница, то скорее всего есть, потому что он уходит. Вот если уходит и отворачивается, все, что-то там, я кажу, нароблено, да. Ну, а желательно, конечно, продиагностировать его лично, ну, или вас двоих, да. Ну, окей. Ну, давайте еще пару карт. Может, что-то подоткроется. Тройка пентаклей, работа в треугольнике. Скорее всего, кто-то ж третий есть или на работе химичат. Ну и рыцарь пентаклей.
Рыцарь Пентаклей, знаете, человек надежный, стабильный, вроде бы и спокойный, а потом раз развернулся и все. Как будто спиной к вам повернулся, как будто бы там, знаете, как будто вас не было. А потом опять, как ни в чем не бывало, раз повернулся к вам опять. Последний знак, не помню, кто там должен быть, но здесь близнецы. Будете ли вы вместе, близнецы? Вот так и спросим, будете ли вы вместе? Будете ли вы вместе? Возможно, вполне возможно, ситуация изменится к лучшему. А давайте спросим дополнительный вопрос. А что для этого нужно? А что для этого нужно? А пятерка жезлов – это борьба и, иногда даже война, да, такая. Борьба. Нужна борьба и нужно продолжать игру. То есть вам, если хотите быть вместе, играйте, да. Но кто играет, тот выигрывает. Или проигрывает. Хотя бы, да, хотя бы иногда выигрывает, да, то есть получает шанс. И последнее, есть вариант компромисса, примирения. Поэтому, если кто-то вдруг здесь в раскладе поссорился, смотрел, то шанс на то, что вы соединитесь и была ссора, вы наладите отношения, у вас есть. Есть. И, может быть, даже на это уйдет много времени, и обида этого человека на вас, или ваша обида на него, достаточно долго будет проходить, годами, от 2 до 5 лет в краткосрочной перспективе. И до 14 лет в долгосрочной перспективе это может затягиваться. Но будем надеяться, что все это решится в краткие сроки. И если в годах это будет 2 года, в месяцах это будет 2 месяца, в днях это будет 2 дня, но если вы рассчитываете на часы, через 2 часа он выйдет на связь. Все буде добре. Побачимось. Па-па.